Всем большой привет! Меня зовут Алекса и добро пожаловать на мой канал. В этом видео вы узнаете о том, как сварить пасту для шугаринга без использования лимонной кислоты или лимонного сока. Данная тема была интересна многим. Именно поэтому я решила немного поэкспериментировать, и мой эксперимент удался. Думаю, многие из вас уже видели пасту в использовании из предыдущего видео, а если вдруг вы еще не смотрели его, то ссылочку я оставлю в описании. Посмотрите, насколько удобно пользоваться этой пастой. А сейчас мы перейдем непосредственно к процессу варки пасты. Так что смотрите видео до конца. Вот именно та паста, которую я использовала в предыдущем видео. Сейчас вы видите то, что осталось после использования. Варка этой пасты была для меня экспериментальной, и чтобы не забыть пропорции, я их здесь записала. Для того, чтобы сварить пасту, которая будет работать, нам понадобится сахар, вода и фруктоза в такой пропорции. 3 столовых ложки сахара, 7 столовых ложек фруктозы и 4 столовые ложки воды. Варить пасту я буду в кастрюле небольшого размера. У нее немного утолщенное дно, что очень важно, ведь так паста будет меньше пригорать. Сейчас вы видите все ингредиенты, которые я буду использовать. Мы берем сахар, фруктозу. Кстати, фруктозу я покупала в супермаркете АТБ. Все, у кого в городе есть АТБ, без труда найдут фруктозу там. Также ее можно найти в других магазинах в отделе для диабетиков, и стоимость ее небольшая. Еще нам понадобится обычная вода. Варить я буду в большем объеме, чем во время эксперимента, и для этого все ингредиенты я увеличу в 3 раза. Отмеряю ингредиенты и добавляю их сразу в кастрюлю. Беру 9 столовых ложек сахара. Теперь самое сложное. Нужно отмерить 21 ложку фруктозы. Отмеряем. И берем 12 ложек воды. Перемешиваем все ингредиенты. Достаточно просто хорошо их перемешать, и можно ставить на огонь. Включаем на газовой плите огонь и уменьшаем его до минимума. Перемешиваю пасту до тех пор, пока сахар и фруктоза полностью не растворятся.
Сейчас паста начала закипать. Хочу вам показать, какой огонь у меня включен на плите. Паста уже несколько минут кипит. Как видите, сироп сменил свой цвет на светло-желтый, и в нем нет крупинок сахара. Но по консистенции он как вода, поэтому совсем рано начинать проверку пасты. Нужно дать ей время повариться. Пока моя паста готовится, я сразу подготовила вот такую емкость и налила туда немного холодной воды. Те, кто видел мои предыдущие ролики с приготовлением пасты, знают, для чего это нужно. В общем, эту тарелку с водой я ставлю недалеко от себя, чтобы в подходящий момент проверить пасту на готовность, а не бегать по кухне в поисках тарелки, наливать туда воду. Такая проверка поможет не переварить пасту. Также советую сразу приготовить контейнер, куда вы будете переливать готовую пасту. Контейнер должен быть чистым и сухим. Идеально будет, если вы возьмете новый контейнер и будете использовать его только под пасту. Паста уже имеет легкий золотистый оттенок, но по консистенции еще слишком жидкая. Правда, мою кухню сейчас окутал аппетитный аромат карамели. Еще немного и побежит слюнка. Просто так захотелось домашних леденцов на палочке. Так, не будем отвлекаться и продолжаем готовить пасту. А пока она варится, кипит и понемногу меняет цвет на более насыщенный. До готовности еще далеко, поэтому я немного ускорю видео. Итак, я вижу, что паста стала насыщенной по цвету и запах карамели усилился. Пожалуй, сделаю первую проверку в воде. Я просто набираю где-то пол-ложки сиропа и тонкой струей вливаю ее в воду. Даю секунд 5 для того, чтобы жидкость остыла. И пробую пальцем. Видите, она не формируется в шарик, а это значит, что ее нужно продолжать готовить дальше. Я пропущу несколько проверок, где паста все такая же жидкая, и покажу вам более позднюю проверку. Кстати, проверяю я часто только для того, чтобы не переварить пасту, потому что иногда можно пропустить момент и получить в итоге леденец. Сейчас покажу проверку, которая значит, что варить пасту осталось немного. Набираю сироп, вливаю в воду. Даю немного остыть и проверяю. Паста уже собирается в тарелке, но если взять этот комочек в руку, то она быстро тает и растекается. Если выключить пасту прямо сейчас, то после остывания она будет слишком мягкой и липкой. Скажу даже так,
Она не будет работать, то есть ею будет невозможно удалить волоски. Паста будет просто липнуть к коже. Но нам ведь нужна рабочая паста, не так ли? Поэтому продолжаем варить дальше. Кстати, ради интереса я параллельно решила проверить пасту на готовность и другим способом. Я просто на каждом этапе проверки капала каплю пасты в чистую сухую тарелку. И вот, посмотрите, эту капельку я капнула последней. Все здесь уже немного остыло, и если наклонить тарелку, то можно заметить, что эта капелька не так быстро растекается. Но пока что мне сложно понять именно по этому способу, готова паста или нет. Но учитывая увиденное в привычной мне проверке в воде, я понимаю, что еще нужно немного поварить ее. Так, паста стала более темная. Моя экспериментальная версия была очень светлой, но в том случае я варила пасту в маленьком объеме, всего на 10 ложек сыпучих продуктов. Огонь там я делала очень маленький, а сейчас я пасту варила на чуть большем огне, скорее всего именно поэтому она несколько темнее. Смотрите, паста уже хорошо формируется в шарик, но при этом не растекается и не застывает как леденец. Именно такая паста и нужна. Выключаем огонь. Помните, я говорила, что все уже должно быть приготовлено и быть под рукой? Так вот, я беру таз с холодной водой и контейнер для пасты. Итак, я опускаю контейнер в воду и придерживаю его. Теперь я очень аккуратно переливаю пасту в емкость. Обратите внимание, что пальцами я держу вверху контейнера, а когда от тяжести пасты контейнер уже не выталкивается водой, я вовсе убираю руку, чтобы не обжечь ее. На этом этапе действительно будьте очень осторожны, так как паста очень горячая и можно получить ожог. Лучше попросите кого-то помочь вам, если сделать это в одиночку будет сложно. Когда перелили всю пасту, накрываем контейнер крышкой и оставляем в таком виде до полного остывания. Я беру таз с холодной водой по нескольким причинам. Контейнер не расплавится от пасты, если пластик не очень плотный. Потом паста не будет дальше вариться от собственной температуры и, соответственно, не станет леденцом или очень плотной. Ну и плюс в том, что паста быстрее остынет. Теперь о том, как отмыть посуду. Вот кастрюля, в которой я варила пасту. В ней можно хорошо увидеть остатки этой пасты. И если оставить в таком виде, то потом эту карамель не додрать даже зубами. Но мы не пугаемся. Кастрюлю я просто заливаю горячей водой и оставляю на час или два. В общем, я замачиваю ее в воде и иду заниматься своими делами. Сюда же опускаю ложку и подставку под ложку, которую я использовала при приготовлении пасты. Та-дам! Через полчаса я вернулась, и только посмотрите, как все легко отмывается. Я просто ополаскиваю ложку, и она уже чистая. Ну и тоже с остальной посудой. В общем, если сразу замочить посуду, в которой вы готовили, то все очень легко отмывается. И можете не бояться за свою посуду, если вы все сделаете правильно. Итак, прошло несколько часов. Паста почти полностью остыла, она еле-еле теплая. Ну, скажем, сейчас она такая, словно я ее немного подогрела перед использованием. Кстати, паста в этот раз получилась более темной, чем в прошлый раз. Но это не страшно. Как видите, я не использовала лимонную кислоту или лимонный сок, но паста получилась хорошей, пластичной. Именно такой, какая нужна для шугаринга. К слову, я пробовала варить пасту чисто на фруктозе, но у меня получился очень вкусный леденец. Паста совершенно не получилась с фруктозой, но именно этот эксперимент у меня удался. И я решила поделиться этим рецептом с вами.
И я верю, что в благодарность вы не забудете поставить мне лайк и поделиться этим видео с подругами. Эта паста мне очень понравилась в работе. Посмотрите, какая она пластичная. К слову, на вкус эта паста очень сладенькая, в ней нет никакой кислинки. Не знаю, пробовал ли кто-то из вас на вкус пасту для шугаринга? Если пробовали, то напишите в комментарии, дайте мне знать, что я не одна такая. В общем, вот такая паста получилась. И сейчас я покажу, как она ведет себя в работе. Показывать все буду на ноге. Волос у меня здесь отросло не очень много, но все же они есть. Делаю все как обычно. Обезжириваю кожу, вытираю насухо, пересыпаю тальком и только после этого тестирую пасту. Этот рецепт я обычно использую для шугаринга полосками, но сейчас покажу вариант со шпателем. Наношу и срываю пасту. Волоски нас захватывают хорошо, с этим проблем нет. Единственное, я не поскрабировала кожу перед шугарингом, и сейчас у меня много маленьких тонких волосков, которые еще не пробились из-под слоя кожи. Но вот все длинные волоски удаляются отлично. Посмотрите, как ведет себя паста. Видите? Она не супер мягкая и не течет. Именно этим она мне и понравилась. Ею очень хорошо делать эпиляцию в горячих зонах, это зоны бикини и подмышек. Мне паста очень нравится и по себестоимости получается недорого. И еще один важный нюанс. Паста не содержит кислоты, а потому не вызывает раздражений на коже. И подойдет она даже людям с чувствительной кожей. Попробуйте и вы. Уверена, вам она понравится. Для шугаринга самой себе. Вот так достаточно легко и просто можно сварить пасту для шугаринга. Варить можно в любом объеме, хоть меньшем, хоть большем, это уже на ваше усмотрение. Самое главное, что эта паста не течет, не залипает, она прекрасно захватывает волоски при эпиляции бандажной техники. Поэтому мне очень нравится она в работе. Главное это ее немножко подогреть перед использованием. Хранить эту пасту нужно в емкости с плотно закрытой крышкой. У меня вот такой пластиковый контейнер с закручивающейся крышкой. У вас это может быть любая емкость, главное, чтобы сюда не попадала влага. Храню пасту в холодильнике, и хранится таким образом она очень долго. Когда она хранится в холодильнике, она немного застывает, становится очень плотной, поэтому перед использованием ее достаточно немного подогреть. Кстати, у меня на канале есть видео о 2 способах, как можно легко и быстро разогреть пасту. Если это видео было вам полезно, не забудьте поставить небольшой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Спасибо всем, кто оставался со мной до конца. До скорых встреч. Пока-пока.